Привет, песеры, с вами Морж, и давненько у меня не было финалов турнира на моем канале. А вот и он, так сказать. Итак, сражается у нас сегодня Ильяс Сулейманов. Сейчас его команду вы видите на своем экране. Вот такая вот расстановочка. Есть любимый мой Бастони на позиции центрального защитника. Есть очень тащащий Тибо Куртуа. Есть отличный Модрич от сборной Хорватии. В общем, делайте выводы, какими составами и какой расстановкой играют ребята, которые доходят до финала турниров. Ну и противостоять ему будет Илья Ушаков, тоже с такой же расстановкой. Здесь мы уже тоже выделяем того же Куртуа, выделяем Шоутайма Силву, выделяем Шоутайма Асимхена, Румениги в центре нападения, ну и Бигтайм Матеуса, а также просто потрясающего Тонали из новой команды недели, который жалко мне не выпал. Вот такие ребята у нас сегодня будут сражаться. Ну а если ты тоже хочешь принять участие, у меня такие есть рассказать, как тебе это сделать. Ну а сделать это просто и даже очень. Переходишь по ссылочке в описании и закрепленном комментарии в группу ВКонтакте. Вот сейчас вы ее видите на своем экране. Community of the Best. Подписываешься, само собой. Ну и следишь за новостями, когда будет объявлен новый турнир. Само собой будет вывешен пост с регистрацией и всеми делами. Если хочешь какие-то уточнения, вот контакты вы видите в правом нижнем углу 6 человек. Пишите админам, они, я думаю, вам подробно все расскажут. Так что ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Переходи, подписывайся, выигрывай, ну и попадай на мой канал, если мы, конечно, с админом договоримся. Такие дела, ну а теперь давайте переходить к матчу. Ну и переходим к матчу, надеюсь, он будет интересным, надеюсь, он будет захватывающим. Здесь привязки к командам и к логотипам, в общем-то, нет, поэтому просто в красной форме у нас Илья Ушаков, в белой форме Ильяс Сулейманов, ну а мы наблюдаем, как Ильяс потихонечку начинает свою атаку. Тиаго Силва становится на пути к мячу, Казимира сейчас уже ведет в атаку красную команду, но снова срезка в центре поля. И опять же срезка, но уже от игроков красной команды. Мбаппе вырывается на ворота, но здесь наша черепашка влазит в офсайд. Ну что ж, офсайд там буквально небольшой был, тем не менее... Вполне возможно, перспективную атаку это испортило. Куртуа будет вводить мяч в игру. Посмотрим, Асимхен поборется. Да, поборолся, конечно, за верховой мяч, но Казимира Ильяса оказался надежней. Мяч перехватил, и уже белая команда у нас несется в атаку. Снова срезка в центре поля. Пока не очень уверенно ребята начинают матч. Без опасных моментов, да, и брака пока что достаточно. Верховая передача на Асимхена. Не справляется он с верховым мячом. Тем не менее, мяч все еще у красной команды, но уже у белой. Быстро все меняется на поле, и быстро приходится это все дело комментировать. Джеймс, передача на Матеуса в центр, пас на Симхена. Пытался коротенько передать на Румениги, но, к сожалению, не получилось. Мбаппе отдает на Модрича, сам начинает забегать. Тиаго Силва все еще играет надежно и не пропускает Мбаппе, собственно, на ворота Тибо Куртуа. Хотя Тибо Куртуа у нас стоит с обоих сторон ворот, поэтому, ну, дело такое. Асимхен отдает на Румениги, у Румениги даже получается принять мяч, но, к сожалению, не получается пробить. Не выходит у Ильи опасный момент. И уже Ильяс идет в атаку. Снова Тиаго Силва, уже третий раз он становится на пути к мячу. Можно отметить, шоу-тайм его карта неужели прям так хороша? Я, если честно, ну не особо заметил. Де Брюйне коротенькую передачу на Румениги. Ой, вот это ошибка, вот это серьезнейшая ошибка. Я часто сам такие совершаю, когда сразу же не выношу мяч, и игрок противника его забирает вот именно на каких-то таких приколах. Причем, посмотрите, не самый корпусный Румениги спокойненько оттолкнул защитника. Ну, такое себе, такое себе. Конечно, обидно на таких ошибках пропускать. Тем не менее, у нас всего лишь 15-я минута, и я думаю, Ильяс еще покажет себя, сможет отыграться, а может и выиграть этот матч. Посмотрим, поле ровное, мяч круглый, а пес у нас непредсказуемый. Но пока атака не выходит, Илья контролирует, собственно, эту атаку, и Куртуа длинным кидком рукой забрасывает мяч аж в центр поля, но, к сожалению, не на своих партнеров по команде. Пытался здесь... А кто сфалил? Снова Мбаппе попадает в офсайд, даже вот так. Я думал, там фол какой-то был, потому что была борьба за мяч, и не совсем было хорошо видно. Варан будет вводить мяч в игру, идет передача на левый фланг на Асимхена. Он борется головой, сохраняет мяч для своей команды. Де Брюйне, получится передача? Нет, не получается передача. Тем не менее, Матеус отталкивает Румениги, и здесь не получается прорваться через Казимира. Уже бежит Ильяс в атаку, но снова брак в центре поля, и, к сожалению, ну пока видно, что нервничает, пока видно, что у него
не совсем получается то, что он задумывает, вот как сейчас, Модрич просто не попадает в тайминг, хотя вроде правильный выход из обороны, переход в атаку, но Модрич, к сожалению, не успел. Беллингем отдает на Джезуса. Джезус красивенько пяткой на Беллингема. Здесь какие-то неприятные очень лаги. Это, конечно же, проблемы нашей игры, проблемы соединения, даже когда ты играешь с человеком, который находится рядом с тобой в одной комнате. Но шо маемо, то маемо. Играем в то, что есть, так сказать. Джеймс... Не доходит передача, но мяч все еще у красной команды. Румениги, хороший уход, хороший удар. И второй мяч залетает в ворота Ильяса. Ну что ж, вот такой первый тайм, а он еще даже далеко не закончен. Хороший уход влево, хороший удар, и Куртуа сделать ничего не смог. Все-таки Румениги как был топом, так и остался. Люблю я этого товарища в нашей игре. И, собственно, он мне такой же любовью отвечает в моих, по крайней мере, матчах. Нкунку отдает нам Мбаппе. Здесь возможно разыграть киков и пытался отдать передачу. Я, если бы, на самом деле, постарался уходить вправо, как уходил Румениги, и пробивать в дальний угол. Ну, сами понимаете, когда ты комментируешь, когда смотришь на это все со стороны, это гораздо легче, гораздо проще думается. А когда ты играешь, верные решения не всегда приходят вовремя. Хорошая передача на Мбаппе. Будет мяч? Нет, не будет мяч. Куртуа красной команды спасает ворота, а вот Куртуа белый уже дважды пропустил. Вот такие разные Куртуа, так сказать. Мбаппе отдает на Джезуса. Ну вот, передача на Мбаппе, конечно, она прямо читалась, но снова мяч попадает в Тиаго Силву, и атака заканчивается. Тем не менее, срезка. Белый все еще в атаке. Джезус пытается пробить, попадает в защитника, и будет у нас первый угловой. Ну что ж, Ильяс, посмотрим, как ты этот угловой будешь разыгрывать. Возможно, что-то у тебя хорошее из этого выйдет. С другой стороны, у тебя Мбаппе и Джезус в атаке. Как бы оба, мягко говоря, не самые высокие товарищи. А, Ван Дейк тут у нас оказывается. На мяче первый, пробивает, попадает во вратаря, но на добивании все равно игрок белой команды, естественно, забивает мяч в пустые ворота. Вот так вот. Я почти предсказал, что с углового будет что-то опасное. Пока тут распинался, что низкорослые игроки в нападении, у нас Ван Дейк оказался, собственно, на мяче первым. Интересно, 2-1, 35-я минута. Пока первый тайм впечатляет. 3 забитых мяча уже, а он-то еще не закончился. 10 минут у нас еще до конца. И Ильяс вроде как почувствовал вкус крови, начинает толково атаковать. Начинает отыгрываться, и, само собой, нам такое интересно смотреть. Ну, я уверен, что Ушаков тоже много чего сможет продемонстрировать. Робертсон, ошеломительная подача попадает в ошеломительного Ван Дейка, что у нас чуть ли не падает на поле, и теперь будет угловой, собственно, для красной команды. Де Брюйне у мяча. Посмотрим, сможет ли здесь что-то опасное быть. Нет, не получается пробить. Мяч идет на Нкунку, Джезус, и есть... Нет, не получится. Тонали все-таки слишком хороший из этой новой команды недели, плюс... ну, действительно, слишком его крутым нарисовали. Идет в перехват, есть у него и в защиту, есть у него и в пас, во все у него есть. Такой себе Пирло, но который играет на данный момент в Милане. Я думаю, вы понимаете, о каком Пирло я говорю. Я часто в Телеграме публиковал именно эпиков, легендарных Пирло. Там, конечно, дичайшие статы со сменой по позиции. Вот. Передача на Джезуса, Беллингем, и сразу же вон Кунку уже врывается. Передача на Мбаппе. Не, Джеймс окажется первым на мяче. Было, в принципе, очевидно еще до паса. Там, грубо говоря, на 1,5 корпуса он был впереди, поэтому пас изначально был обречен на непрохождение. Матеус аккуратненько, Симхен, третий мяч. Третий мяч в добавленное время на 45-й плюс минуте вбивает Илья Ушаков в ворота Ильяса. Ух, да, тяжело ему, конечно же, будет отыгрываться впереди, несмотря на то, что впереди целый второй тайм. Отыграть 2 мяча, желательно забить 3, будет непросто. Но тут Ильяс пытается сам в дополнительное время что-то впихнуть. Толкание идет перед штрафной Ильи, но ни к чему это пока что не приводит. Ну что ж, вот такой первый тайм у нас получается. 4-3, 3-3 по ударам. Посмотрите на просто потрясающую реализацию у Ильи. 3 удара в створ, 3 мяча. А я там еще Куртуа хвалил. Ну, блин, мне все равно он нравится. Мне нравится, как он стоит. И у меня он нормально тащит. Я не знаю, почему в этом матче он пока что проявляет себя вот так. Но, опять же, пока что. У нас второй тайм впереди, который может быть очень даже интересным. Казимира, Тонали. Посмотрим. Илья идет в атаку.
И пока что атака ни к чему не приводит. Нет, будет вбрасывание из-за кромки поля. Я думаю, ему можно сейчас спокойно успокаивать игру. Да, это, конечно же, не повод катать мяч, но играть спокойненько, 2 мяча, хорошее преимущество, и использовать какие-то ошибки Ильяса, если он их будет совершать. А он их будет совершать, потому что это PES, и здесь невозможно не совершать ошибки. Хороший пас на Беллингема по правому флангу, заход, пытался отдать в центр, не получилось. Матеус находит Асимхена, Де Брюйне находит Румениги, аккуратненько в одно касание, но здесь не прорывается. Нет, или прорывается все-таки. Мяч остается у красной команды, снова передача на Асимхена, но тут уже Ван Дейк исправляется и забирает мяч для своей команды. Мбаппе, передача на Нкунку. Стоит, кстати, отметить, как Нкунку отлично открывается. Уже не первый раз. Джезус входит в штрафную, и мяч попадает в Робертсона. Да, доходил бы мяч до Нкунку, конечно же, это был бы голевой момент, и я думаю, он бы вбивал мяч в ворота Куртуа. Джезус пытается пробить, Куртуа на месте, и, как видим, красный Куртуа все-таки лучше белого Куртуа, так сказать. Ну, по крайней мере, пока то, что у нас получается. Мбаппе отдает на Джезуса, Джезус Нкунку, не выходит. Джеймс, ошибка, вот ошибка, вот это может быть обидно, пытался Нкунку пробить, и судя по траектории еще и с подкруткой в дальний угол, но не получилось. Румениги, передача на Матеуса, естественно, Асимхен будет центр. Ой, я думал, будет передача что-нибудь в районе пятка, а он пытался прорваться, неожиданно, жалко, что не прошло, могло получаться очень-очень красиво. Джеймс отдает на Тонали, ошибка, Модрич на Мбаппе, но не уйдет Мбаппе, несмотря на скорость. Варан все-таки там явно оказывался первый на мяче, и корпус Варана, конечно, гораздо лучше, чем у Мбаппе. Асимхен, передача на Робертсона, Де Брюйне, куда дальше? Никуда не дальше, теряется мяч дальше, Нкунку, ой, так, и Варан просто в каком-то полупадении становится на пути к мячу. Тут Казимира в полупадении становится на пути к мячу. Короче, все в полупадении. А у нас все время 63-я минута. Ошеломительная подача. Не доходит до игрока. Тут Тонали может и пробивать. Пытался, кстати, пробить ошеломительно. Не получилось. Ошеломительные удары, как вы знаете, делаются дольше, чем обычные. Может, если был бы обычный, может, пробить бы и сумел. Снова мяч попадает в пятку Варана. И снова ошибка. Опять же, уже на пасе после Варана. С одной стороны, Варан много становится на пути. С другой стороны, много ошибается в передачах. Здесь у нас Матеус будет первый на мяче, но мяч снова у команды Ильяса. Беллингем не догонит, мяч уходит за пределы поля, будет удар от ворот, и ребята будут делать замены. 68-я минута, как бы пора. Давайте смотреть. Ага, меняется у нас тактическая схема на фланге. Вот такое вот интересное решение. Выходит Имбаляо, и выходит Мюллер на АПЗ. Выходит... Куда? Ну понятно, Месси на право нападающего, Райс на опорника. Вроде все. Ну и, само собой, посмотрим, какие замены у нас сделает Ильяс. Ой, не Ильяс, Илья, да. Простите, но когда имена созвучные, это достаточно легко спутать. Ладно, смотрим дальше, чего будет происходить на поле. Тот же Имбаляо может себя очень хорошо показать. Вот у него сейчас мяч и был. И пошло забегание, Ляо сразу же оказывается в офсайде. Вот так вот, я его хвалю, а он, да, хорошо разыграл, но немножко нужно все-таки следить за офсайдами. И из вполне интересной атаки у нас ни хрена не получилось. Так, Джеймс выносит мяч, Райс здесь будет первый на мяче, сохраняет мяч для команды Ильяса, то бишь белый. Джеймс перехват, и Илья уже у нас идет в атаку. Казимира на пути, Мюллер, Лаутаро смог здесь вырвать мяч для себя, но, к сожалению, мяч до Месси не дошел. Кака передает на Робертсона. Робертсон аккуратно пытался передать в штрафную противника, но не получается. Защита пока видит все, становится на пути к этим передачам и, собственно... Достаточно хорошие атаки может отбивать. Тиаго Силва снова оказывается первый на мяче. Отлично сегодня показывает себя Тиаго Силва красной команды. Хаби Алонсо здесь в перехвате. У Мюллера не получилась хорошая передача. Ну и Мюллер, кстати, на самом деле не то, чтобы он особо передаточный, он особо завершающий. Ой-ой-ой-ой-ой, 2 в 1. Точнее, 2 в 0. 2 в 0. Выходит, и Ильяс один мяч все-таки сравнивает. Вот здесь защита просрала. Я не знаю, стоит ли там искусственный офсайд у Ильи.
Вот, но здесь защита буквально оказалась за спинами, причем с таким с хорошим расстоянием. Вот, на секундочку показал нам Илья состав Ильяса, можете немножечко перемотать назад и посмотреть на паузе, если вам интересно. Но у меня живое комментирование, первый раз просмотр матча, поэтому я, к сожалению, у меня таких полномочий нет, мне надо на одном дыхании, на одних эмоциях все это сделать. Бастони здесь ошибается и мог потерять мяч, мог создать проблемы для своей команды, но, к счастью, не создал. Месси на правом фланге прорывается, передача на Мюллера, Мюллер на Месси, Месси подача, Лаутаро, и Лаутаро сравнивает счет, Лаутаро сравнивает счет, вот так. В нашей игре меняется все, расслабился Илья, напрягся Ильяс, и 3-3. 3-3 у нас, а матч подходит к концу. Тут вполне возможно и дополнительным временем и пенальти может пахнуть. Но глядим, тем интереснее нам смотреть и... тем интереснее, конечно же, мне это все комментировать. 10 минут у нас до конца, 3-3. А все так хорошо было после первого тайма, да? Причем, что самое интересное, тот же Тиаго Силва, да, он же шоу-тайм, у него навык, типа, если вы ведете после первого тайма, он играет в защите лучше, а 2 мяча пропустили. А Симхен, не получилось у него обработать мяч и запихнуть в ворота. Будет угол, кстати, угловых, как вы видите, очень немного в этой игре, практически нет их, да и вообще, тех же штрафных, тех же стандартов, мне кажется, с последними обновлениями в игре стало на порядок меньше. Ляо пытался отдать передачу, но Робертсон сыграл внимательно. Мюллер теперь начинает атаку белой команды Ляо и попадает в ногу Нестя. Кака отдает на нападающих своих команды, Райс... Арнольд, подключение по правому флангу, Хаби Алонсо будет прессинговать, он не особо быстрый, должен пытаться уходить игрок белый, Мюллер, ой, вот здесь вот, наверное, немножечко поспешил, можно было чуть позже отдавать пас и точно бы не попадать в защитника. Тем не менее, Илья пытался сделать свою атаку, сейчас попытается еще раз, потому что Матеус сыграл в центре в перехват, но не получается, 3 минуты добавленных. Судя по всему, готовимся к дополнительному времени, Месси на правом фланге, передача на Лаутаро, скорее всего, последняя атака. Робертсон здесь перехватывает. Нет, все-таки, наверное, одну атаку Илье еще дадут сделать. Нет, не дадут. Снова, вот буквально все, уже время заканчивается. Почему судья не дает свисток? Я не понимаю. Для меня это выше всяких похвал. Идет заброс, Холланд, передача на Симхена. У нас уже 94-я минута, идет передача Холланд. И это мяч. И это мяч Илья буквально уже в добавленное время, в больше, чем добавленное время, вырывает победу у Ильяса. Да, бывает и так. Холланд вышел, Холланд оправдал свою суперзамену, и Холланд забивает такой важнейший мяч. Само собой, сейчас будет свисток. Что ж, и Илья, и Ильяс, огромное спасибо вам за игру, приятно было комментировать. Илья, тебя с победой, Ильяс, не расстраивайся, дойти до финала это уже много значит. Я уверен, что ты еще не раз до него дойдешь и, конечно, будешь выигрывать свои финалы. Ну, а я все это дело комментировал, пиши мнение о матче в комментариях, вот, они бесплатные, лайки тоже бесплатные. Ну, и разбираемся с обновлением, много там новых фишек, будем потихонечку все это развозить. На этом прощаюсь, ребят, с вами был Морж, до новых встреч, пока. Пока.